Как-то раз подбросили к нам в деревню кошку. Некоторые кошки сами откуда-то приходят, а эту именно подбросили. Дед Иван видел. Его дом самый крайний, возле остановки. У деда подагра разыгралась, вот он и не спит с самого раннего утра. Первый автобус приехал, а оттуда вышла женщина незнакомая. Дед еще подумал, кому такая красавица приехала. А женщина поставила коробку у остановки, села на тот же автобус и уехала. Дед Иван испугался, подумал, что женщина бомбу подбросила. По телевизору об этом столько говорят. Ну, решил старик героизм проявить, пойти и обезвредить. Он в войну сапером служил. Пока одевался, смотрит в окно, а из коробки котенок вылез. Оглянулся по сторонам и побежал в кусты. Ну и естественно, дед никуда не пошел. Долго потом никто не видел никакой кошки. Дед Иван уже и забыл про тот случай. А потом ребятишки стали рассказывать, что видели, как из кустов выглядывает черная кошка. Они ее словить хотели, а она, хоть и прихрамывает, бегает довольно быстро. Сначала все думали, что дети выдумывают, потом стали думать, что детям мерещится. Бабушки стали крестить своих внуков, да умывать святой водой. Ну, а потом уже и взрослые обратили внимание, что по деревне бегает черная кошка. А ведь это плохая примета. Бедняжка ничего не понимает, куда прятаться не знает, охотиться не умеет. По всему видно, что раньше была домашняя. Дети снова принялись ловить ее, а она никому не дается, ни к кому не подходит. Былая красота уже пропала. Кошка стала страшная и облезлая. Все ее пугали, даже камнями кидались, чтобы прогнать. Никто уже и не хотел взять ее на руки. Такая она уже была, плешивая. Стали в деревне во всех бедах кошку винить. Как у кого-то цыплята сдохнут, так значит кошка передушила. Как что пропадет, так обязательно эта плешивая стащила. Ребенок заплакал, плешивая цепнула. Электричество отключили, плешивая на подстанцию залезла. Дальше, больше. Теперь уже бабушки поговаривали, что это и не кошка, а какой-то бес. Видимо, непростая была та женщина, которая ее привезла. Скорее всего, ведьма, и подкинула в деревню кошку, чтобы порчу навести. Бабульки у нас такие суеверные. Им что ни произойдет, то все порча или сглаз. Но тем не менее, стали винить несчастную кошку теперь во всем. Не уродилась картошка, виновата кошка. Помер старик какой-нибудь или старуха, так все из-за кошки. И если бы не она, то ничего бы не случилось. Чем несчастная жила, вообще непонятно. Может, и вправду подворовывала что-нибудь, а может, после других кошек доедала. Однако, как-то ей удалось продержаться в деревне несколько лет. Некоторые люди поговаривали, что надо ее застрелить. Все и вправду ее боялись, словно проклятие. Даже поверье такое появилось: если повстречаешься с той кошкой, обязательно жди беды. А поэтому никто не брался за ее отлов. Как-то раз у того самого деда Ивана внучка вышла замуж, и в семье было прибавление, родилась правнучка. Лето выдалось не жаркое, на улице то дождик моросил, то мошки налетали. Малышку положили спать дома. Окна были открыты, на них висела тюль, которая хорошо защищала от проникновения насекомых. Малышка только что покушала и крепко спала, ей и месяца еще не было. Тут как-то раз торговцы с города приехали и встали на остановке. И все местные жители начали собираться. Стоят в очереди, болтают между собой. Окна у деда Ивана как раз на остановку выходят. Тут вдруг продавец говорит: «Ой, смотрите, что там делается. Это у вас нормально». Все резко обернулись и видят, как из открытого окна та самая кошка ребенка тащит. Видимо, кошка решила отомстить своим обидчикам и стащить младенца. Надо сказать, что в доме деда Ивана больше всего обижали эту кошку. И поленьями кидались, чтобы прогнать, и водой из окна поливали. Вот, наконец, и настал час мести. Кошка решила сделать то, чего все боялись. Кошка довольно шустро потащила ребенка куда-то в кусты. Мать девочки от увиденного вскрикнула и упала в обморок. Молодой отец не знал, что и делать: за дочкой бежать или жену в чувство приводить. «Беги за ребенком уже. Чего стоишь?
— крикнул дед Иван и стал приводить свою внучку в чувство. Люди кричали, бабульки стали тут же читать молитвы. И тут раздался взрыв. Взорвалось что-то в доме деда Ивана. Когда улеглась пыль, все стали осматривать друг друга, стали смеяться и обниматься. Все были здесь. Дома то никого не осталось, все пошли на остановку. Только вот малышка. Но ведь ее украла кошка. Что же это получается, удивлялись люди. Если бы кошка не украла малышку, то она сейчас бы погибла при взрыве. Вот это совпадение. Отец малышки и его друг нашли кошку первыми. Они раздвинули ветки и увидели, что девочка лежит целая и невредимая. Рядом сидит кошка и вовсе не собирается причинять вред ребенку. Она просто смотрит на нее и мурлычет. Кошка спасла малышке жизнь. Но как? Как она узнала, что произойдет такое несчастье? Конечно, вызвали полицию, стали разбираться, что к чему. На месте взрыва нашли баллон газа. И тут-то внучка деда Ивана и призналась, что, похоже, виновата она сама. Девочку уложили спать в коляске на кухне, а когда они уходили на остановку, она решила, что в комнате прохладно, и пододвинула к коляске обогреватель, не подумав, что совсем рядом стоит баллон с газом. Окно она решила не закрывать, чтобы девочка, если заплачет, то можно было услышать и прибежать домой. Вот такая женская логика. Баллон нагрелся от обогревателя, и газ стал потихоньку испаряться. Кошка, видимо, была неподалеку. Она почуяла запах газа и решила спасти малышку, которая была дома одна. Когда все выяснилось, родственники деда Ивана решили отблагодарить кошку. Они разыскали ее. Им пришлось потратить немало времени, чтобы поймать ее. Но все-таки теперь это мероприятие увенчалось успехом. Несчастная кошка не понимала, что с ней происходит. Она громко мяукала. Практически за всю свою жизнь животное не видело от людей ничего хорошего. Вот сейчас она думала, что ее будут наказывать за что-то. Прежде всего, кошку щедро накормили, потом вымыли и причесали. Все это было для нее в диковинку, но она стойко перенесла все процедуры. Животное показали врачу, сделали рентген и провели курс реабилитации. За то время, что ее лечили, она отъелась, шерсть пришла в порядок, и кошка стала настоящей красавицей. Она, конечно, выходила гулять на улицу, как и все кошки в деревне, но всегда возвращалась к себе домой. Теперь она жила у деда Ивана и пользовалась всеобщей любовью за свой героический поступок. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.